Друзья, приветствую всех на канале. В этом видео хочу показать, как мы провели капельный полив, что для этого нам понадобилось, ну и собственно, что поливается у нас данной системой. В прошлом видео я сажал вот такую школку виноградную, то есть вон одна, вторая, третья будущая будет посажена скоро. То есть запитаны все у нас от капельного полива. Вот одна, вторая. Запитана будет не только школка, то есть будут дальше посажены овощи. Также две ленты кинул. То есть у нас между виноградниками мы сажаем овощи. Помидоры, огурцы, перцы, то есть разные. В этот гребень уже заложили зерно с вафотоксом. Кинули каплю, чуть позже накроем клеенкой. И будет высадка у нас чубуков. Чуть дальше стоит парничок. Такой мини. В этом сезоне решили купить вот такие парники. У нас здесь получается парник 8 метров. И по краям у него приблизительно по полметра можно концы вытягивать. То есть парник идет 8 метров, но можно его вытянуть на 9. Также сюда я закинул каплю. То есть у нас идет врезка в трубу. Стоит вот такой кран. И дальше идет капля. То есть когда нам, например, нужно полить только эту часть, кран открываем. Один, второй. И поливается у нас нужная нам грядка. То есть если я хочу полить школку, открыл краны на школке, полил школку отдельно. Овощи отдельно. Здесь я уже высадил огурцы и помидоры. Вон огурчик растет, можно видеть. Ну и там чуть подальше уже помидорки будут. Посадил специально в парник, чтобы получить огурцы и помидоры чуть пораньше. Труба, которая идет основная, магистральная, у нас 32-я. То есть вот так она у нас подходит. Далее у нас идет гиб, фильтр. После насоса стоит. Сделали вот такую врезку в бак. Поставили кран. Ну и стоит у нас насос. Потому как у нас в дальнейшем будет поливаться не только школки и овощи, также будут поливаться основные кусты. То есть мы сделаем разводку через насос для того, чтобы быстрее поливать. То есть работает и без насоса. Открываешь кран и медленно капает. Это у нас такой долгий процесс. Ну, можно сюда внедрить насос, и это будет у нас чуть-чуть побыстрее. Теперь, значит, что нам понадобилось для того, чтобы провести капельный полив? Ну, это понятно, что у нас 32-я труба. Дальше кран. То есть кран подбираем в зависимости, какая у нас капельная лента. То есть, когда мягкая лента, нужно купить вот такой кран. То есть, на него насаживается вот эта капельная лента. Дальше она закручивается. Все, и у нас соединение получается более-менее герметичным. Кран продается с вот такой резинкой. То есть, нам нужно в трубе, там, где хотим провести капельную ленту, просверлить отверстие. Далее сюда вставляется вот эта резинка. То есть отверстие нужно просверлить, чтобы плотно у нас она вставлялась. Ну и далее уже вот этим концом мы вставляем в резинку. Ну и, собственно, там она уже хорошо фиксируется. Вставлять не буду, потому что потом тяжело вытащить. Мы, значит, померяли диаметр самой вот этой резинки. У нас получилось 15 миллиметров. И взяли мы вот такое перьевое сверло, которое 16-е, и срезали ему немножко бока, для того, чтобы у нас здесь было 15. Мы сделали приблизительно 4,9 или 4,8, чтобы немножко плотнее все это входило, чтобы не текло в будущем. То есть кран, труба, далее капельная лента. Например, там, где у нас будут овощи и... То есть там, где у нас будут овощи и школка, будет мягкая капельная лента. У нее перфорация идет через 10 сантиметров. То есть каждые 10 сантиметров идет дырка. Диаметр у нее 16. То есть надели на вот этот разъем, закрутили. Все, стоит лента, капает. Я купил 2 бобины по 100 метров. То есть в этой бобине еще осталось приблизительно или 15 метров, или 20. Ну и тут еще 100 метров осталось. То есть перьевое сверло, делаем отверстие, вставляем кран,
и дальше лента. Все. Ну а здесь разводку уже кто как хочет делает. Тут я не буду рассказывать, потому что, например, мы решили сделать врезку чуть повыше, для того, чтобы всякий хлам не летел сюда в трубу. То есть есть слив у нас, можно было сделать по-другому, можно было подсоединиться сюда, например, даже не использовать насос, просто сделать прямой отрезок трубы, здесь поворот, все, сразу переход на 32-ю. То есть не сооружать вот эту, например, конструкцию, не ставить фильтр. Но мы решили уже сделать один раз, как говорится, чтобы потом не исправлять. То есть у нас идет кран, далее в насос, поворот. Здесь нужно было сделать вот такую часть. То есть если бы не сделали уголок, труба бы висела постоянно наискось. То есть это было бы неудобно, но она у нас лежит на земле. То есть пришлось сделать вот такой поворот. Ну и фильтр. Все. Здесь уже можете делать, как вам удобно. Также много кто видел, делают из бочки. То есть такая же врезка в бочку идет. И идет капельный полив. По запчастям для капельного полива, я думаю, понятно. В будущем, там, где у нас будет использоваться не мягкая трубка, а слепая, твердая, я покажу другие запчасти, которые будем использовать на наших виноградниках. То есть там, где у нас идут уже кусты виноградные, у нас будет другой полив. То есть капля идет трубка, у которой толстая стенка, и она идет слепая. То есть она продырявливается в том месте, там, где нужно, чтобы текла вода. Все. То есть там немножко другой кран, и сама трубка другая. В прошлом году замахались мы уже носить, поливать это все со шланга, с ведер. И в этом сезоне решили уже сделать вот такой полив. То есть краник открыл, и за часик, полтора, два все это у нас поливается. Даже без насоса. С насосом, конечно, будет побыстрее. Все, друзья, всем, кому видео было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, если что непонятно. Может быть, помогу. В принципе, туда, куда пишите и заказываете все вот эти прибамбасы, они там вам, я думаю, помогут. То есть пару видов вот этих кранов, пару видов трубок. Ну, а эта трубка у нас, понятно, идет одна и та же в двух вариантах. Все, друзья, думаю, все понятно. Второй вариант попозже немножко покажу. Все, всем спасибо и удачи.